Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю булочки в сливочной заливке. Эти булочки родом из немецко-австрийской кухни. В австрийской кухне, как собственно и в немецкой, очень часто подают дрожжевые булочки со сливочно-ванильным соусом. А в этом рецепте булочки не просто подаются с соусом, они в нем запекаются. Вернее, не в соусе, а в сливках. То есть во время расстойки булочки заливаются сливками и в таком виде выпекаются. В результате в процессе выпечки булочки пропитываются сливками, становятся нежными, ни в коем случае не мокрыми, нежными, сливочными. А те сливки, которые не впитываются в булочки, они стекают на низ противня, в процессе выпечки загустевают и превращаются в сливочный соус. Булочки получаются очень нежными и вкусными. Давайте готовить. Для теста нам понадобится по рецепту 250 граммов муки, но мне понадобилось на 100 граммов муки больше, то есть мне понадобилось 350 граммов, 1 целое яйцо и 2 яичных желтка, 50 грамм сливочного масла, 125 миллилитров теплого молока, 50 грамм сахара, по рецепту 20 грамм прессованных дрожжей, но на мой взгляд дрожжей можно взять немного меньше, пакетик ванильного сахара, пакетик это 8 граммов, щепотка соли, чайная ложка рома, я взяла чайную ложку коньяка и немного лимонной цедры. Я взяла цедру апельсина. Дрожжи кладем в теплое молоко, размешиваем, чтобы полностью растворились. Можно сюда же добавить щепотку сахара и вмешиваем небольшое количество муки до негустого сметанообразного теста. Не обязательно добиваться, чтобы тесто было однородным, гладким. Небольшие комочки муки вполне допустимы. Они потом разойдутся в процессе замеса. Оставляем дрожжи в тепле минут на 15-20, чтобы они активировались, начали работать. И наше тесто поднялось шапочкой. Размешиваем. Для рецепта нам понадобится 1 целое яйцо и 2 яичных желтка. Оставшиеся яичные белки в этом рецепте нам не понадобятся. Яйца разбалтываем вилочкой, сливочное масло растапливаем и даем слегка подостыть. В отдельной мисочке собираем сдобу. К разболтанной яичной массе вливаем сливочное масло, сюда же кладем соль, ванильный сахар, вливаем коньяк, кладем цедру. И все размешиваем. В миску кладем оставшуюся по рецепту муку, кладем опару, вливаем сдобу и все размешиваем. Как я уже сказала, по рецепту требуется 250 граммов муки. Именно столько я и отмерила. Из этого количества муки получилось очень мягкое тесто. При желании такое тесто вполне можно вымесить, и булочки на таком тесте получатся очень нежные и мягкие. Но я все же хотела, чтобы тесто было немного гуще, поэтому рабочий стол щедро припылила мукой, выложила тесто и в процессе вымешивания вбила в тесто дополнительную муку. Мне понадобилось дополнительных 100 граммов муки. Муку подсыпала постепенно, малыми порциями, по мере того, как тесто ее вбирало. В результате у меня получилось вот такое очень мягкое, живое, но в то же время умеренно липкое тесто. Оно легко отстает от рабочей поверхности и от рук, оставляя их чистыми. Тесто округляем, кладем в смазанную растительным маслом миску, накрываем и оставляем в тепле до удвоения в объеме. В тесте довольно много дрожжей, поэтому подходит оно очень быстро. На подъем теста мне потребовалось буквально 40 минут. Подошедшее тесто обминаем и делим на небольшие булочки.
размером с небольшое куриное яйцо. Я готовила булочки без начинки, но их можно приготовить и с начинкой. В качестве начинки можно взять густое повидло, джем, либо творог. Каждый кусочек теста округляем. Для этого собираем края теста к центру до образования гладкой поверхности. Шов подщипываем, подкатываем. В результате получаются вот такие гладкие шарики теста. И поскольку булочки мы будем заливать сливками, нам понадобится высокая форма. У меня форма квадратная, размеры 22 на 22 сантиметра, высота бортиков формы 4 сантиметра. Выкладываем свободно, так чтобы между булочками было небольшое расстояние. Эту форму я купила в магазине Фисмарт. Ссылку на интернет-магазин поставлю в описании под этим видео. В этом магазине есть и такая форма, есть много разных других форм и вообще много всего интересного. Интернет-магазин очень неплохой. При желании заходите, посмотрите. Кстати говоря, из этого магазина у меня очень много разных новинок. Все вы их периодически видите на кадре. Накрываем и оставляем теплеть для расстойки. В процессе расстойки булочки должны вырасти в объеме в 1,5-2 раза. Для заливки булочек нам понадобятся жирные сливки. По рецепту требуется 125 мл жирных сливок для взбивания и сахарная пудра по вкусу. Я взяла сливок больше, взяла 250 мл. К сливкам добавила 30 грамм сахарной пудры. Сливки с сахаром хорошо размешиваем, чтобы сахар полностью растворился, и слегка взбиваем до того момента, когда сливки чуть-чуть подзагустеют. Не нужно взбивать сливки интенсивно, по-настоящему. Они не должны быть взбитыми и плотными. Но в то же время их нужно слегка взбить, чтобы они были менее текучими. Даже не знаю, какое правильно подобрать слово. Заливаем сливками булочки. Предвижу ваш вопрос, который стал почти традиционным. Можно ли заменить сливки сметаной? Вы знаете, вот в этом рецепте такую прямую замену сливок на сметану я бы все же не рекомендовала. Все-таки сметана и сливки, хоть они очень похожи, но они разные. Хотя попробовать можно, может быть, выйдет вкусно, и может быть вам даже такой вариант понравится. Но если вы хотите попробовать вариант булочек с заливкой, и в качестве заливки у вас не сливки, а сметана, то можно залить сметаной уже испеченные булочки. То есть сначала их испечь, и затем в горячем виде булочки смазать сметаной с сахаром. И в таком виде дать полностью остыть. Кстати говоря, на канале есть подобная технология приготовления. Я готовила сметанной заливки завитушки. Ссылки на этот рецепт поставлю в описании под видео. Можете зайти, посмотреть и перенести эту технологию на этот рецепт. Заливаем сливками булочки. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до готовности и румяности булочек. Пекутся булочки примерно 20-25 минут. Хотя здесь очень многое зависит от самой духовки. Горячие булочки для мягкой корочки можно смазать сливочным маслом. Много масла не нужно, чтобы булочки не были жирными. Достаточно чуть-чуть. Свежеиспеченные булочки прямо в форме ставим на решетку и даем остыть до теплого. И попутно скажу, что я встречала несколько вариантов заливки булочек сливками. По первому варианту сливки с сахаром наливались в форму, в которой будут растаиваться булочки. Затем на сливки выкладывались булочки, в таком виде растаивались и выпекались. Во втором варианте сливки выливались на уже расстойные булочки. Собственно, этот вариант я использовала в видео. И по третьему варианту булочки сначала слегка подпекались, буквально 5-7 минут. Затем заливались сливками и уже в сливках запекались до полной готовности. А затем перекладываем на сервировочную тарелку. И как видите, сливки практически полностью впитались в булочки. На дне формы осталось совершенно небольшое количество. Причем эти сливки загустели и превратились в такой сливочный соус. От того, что мы залили булочки сливками, они ни в коем случае не стали мокрыми, они не стали клеклыми. Они воздушные, нежные, сдобные, сливочные. А самый низ булочек стал кремовым, как бы пропитанным сливочным соусом. Итак, наши булочки готовы. Мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что они вам тоже понравятся. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.